Всем привет! Совсем недавно в сети появилась достоверная, что немаловажная информация, что в линейку Xiaomi 12 войдут не только стандартная модель, а также Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra, но и компактный смартфон под названием, конечно же, Xiaomi 12 Mini. А это, замечу, большая редкость в наше непростое время. Как мы знаем, даже знаменитая компания Apple не упустила возможность занять эту нишу. И мы увидели 13 октября 2020 года замечательный, ну, по крайней мере, на мой взгляд, смартфон iPhone 12 mini. Также недавно для многочисленных поклонников компания представила долгожданное продолжение смартфона, а именно iPhone 13 mini. И вот Xiaomi 12 mini станет тем самым долгожданным флагманом с маленьким по современным меркам экраном, о котором Xiaomi спрашивала поклонников в течение последнего года. Компания, можно сказать, готовила почву, смотрела реакцию многочисленных фанатов, а также простых пользователей. И это, честно говоря, радует, ведь по сути конкурентов у компании Apple не было вообще в мини-сегменте. И вот компания Xiaomi решила исправить это недоразумение. Сегодня на просторах интернета появился постер с изображениями, характеристиками и ценой устройства. Итак, основные фишки смартфона Xiaomi 12 mini — это достаточно мощный, энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 870. Отличный плоский, что немаловажно, экран на 6,28 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Основная камера разрешением 108 мегапиксель, аккумуляторная батарея на 4200 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки на 67 Вт. Ну и, конечно же, цена всего $564. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первоначально стоит отметить, что смартфон Xiaomi 12 mini получит отличный по всем меркам экран на 6,28 дюйма с частотой обновления 120 Гц и отверстием для фронтальной камеры. Мы получим, что немаловажно, плоский экран. Для многих людей это является большим плюсом, так как нет ложных срабатываний. И при падении данный экран намного лучше показывает себя, нежели так называемый экран-водопад. Также есть еще один маленький плюс. Можно с легкостью наклеить защитное стекло. И яркость составляет 1500 кандел, если вы идете в солнечный день и уже привыкли прикрывать экран смартфона ладонью, потому что иначе ничего не видно, забудьте, здесь запас яркости приличный. Экран будет поддерживать Dolby Vision и HDR10+. Протокол умеет работать с динамическими мета-тегами, позволяющими адаптировать изображение под характеристики конкретного дисплея прямо в процессе воспроизведения, что является большим плюсом. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. А тут она стартует с отметки $564 за версию 8 128 гигабайт, а версия 12 256 гигабайт будет стоить $673. Очень даже бюджетно, учитывая характеристики смартфона, а также миниатюрные размеры. Но давайте посмотрим основных конкурентов. Они есть, и их немало. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог. Мы знаем, что Xiaomi 12 mini имеет в топовой конфигурации 12 гигабайт оперативной, 256 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, e-каталог нам выдал 42 модели. Заходим. Это OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9R. Но мы-то знаем, что смартфон Xiaomi 12 mini стоит $673. Это плюс-минус 49 тысяч рублей. Так что забьем тут от 48 тысяч до 50. Благо у e-каталога есть отличный подбор по параметрам. Пожалуйста. Всего лишь 9 моделей. Основные конкуренты: Xiaomi 12 mini, OnePlus 9, Xiaomi 11T Pro, OnePlus 8. Ну, это уже старье. На мой взгляд, основной конкурент Xiaomi 12 mini является смартфон OnePlus 9. Благо тут
очень мощный процессор, но он не энергоэффективный. Но так смартфон действительно заслуживает внимания. Также мы можем посмотреть отзывы реальных покупателей и для себя что-то подчеркнуть. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Смартфон оснащен однокристальной системой Snapdragon 870, которая является одним из наиболее сбалансированных решений по энергопотреблению и производительности. Напоминаю, это мобильный чипсет от Qualcomm, анонсированный в 2021 году. Процессорная часть разделена. Главное ядро с частотой 3,2 ГГц и 3 производительных ядра Cortex A77 с частотой 2,42 ГГц. Это мощная часть. Вторая часть энергоэффективная. 4 ядра Cortex A55 с частотой 1,8 ГГц. Неплохо. Отличие от предыдущего поколения Snapdragon 865 Plus является увеличенная частота. Соответственно, по производительности чипсет представляет собой нечто промежуточное между драконами 865 Plus и 888. Телефон получит быструю оперативную память LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дело обстоит еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Неплохо. Флеш-память выступит UFS 3.1+. Ключевые отличия стандарта — это появление энергонезависимого кэша, обеспечивающего повышенную скорость записи. Основная камера получит разрешение целых 108 мегапикселей, а также систему оптической стабилизации изображения, что является, на мой взгляд, большим плюсом. Емкость аккумулятора составит 4200 мАч. Он будет поддерживать проводную на 67 Вт и беспроводную на 50 Вт зарядку. Такой блочок производится с использованием полупроводников из нитрида галлия. Использование этих материалов наделяет устройство такими преимуществами, как сверхтеплопроводность, стойкость к высоким температурам, кислотностойкость. Вдобавок, зарядка из таких материалов получается очень компактной. Что касается звука, то тут все просто восхитительно по нынешним меркам. Смартфон получит два стереодинамика, поддержку Dolby Atmos и Hi-Res аудио. К фишкам Xiaomi 12 mini также можно отнести NFC и инфракрасный пульт. Корпус гаджета будет соответствовать степени защиты IP68, а это на минуточку полная защита от пыли, то есть пыленепроницаемость, а также защита при полном и длительном погружении в воду на глубину более 1 метра. Презентация смартфона ожидается 21 декабря. Ну что же, я очень рад, что компания Xiaomi выпустит все-таки миниатюрный смартфон, миниатюрный флагман. Ждем презентацию, ждем данный смартфон. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.